everyone, would you please welcome from Austin, Texas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Друзья, вы никогда не задумывались, а может ли белый парень понять блюз по-настоящему? Вот тот самый блюз, что рождается не в консерватории, а в душном баре где-то под Миссисипи, после третьего виски и не самого удачного вечера. Блюз человека, который садится в свой разваленный грузовик и гонит по тому самому Highway 61 навстречу, куда обычно гонят по Highway 61, прочь, оставив все позади. Так вот, задачка. Представьте, что на дворе 80-е. Диско, синтезаторы, прилизанный поп. Блюз. Он в коме, дорогие мои. Лежит на аппарате искусственного дыхания, и все уже мысленно с ним прощаются. И вот в этот самый момент, в 83-м, появляется этот парень. С ковбойской шляпой и лицом, словно высеченным из техасского известняка. Стиви Рэй Вон. И он не просто играет блюз, он его реанимирует. Его первый альбом так и назывался «Техасское наводнение». Представьте, не просто дождь, а ливень, смывающий всю эту синтезаторную мишуру. Гитара у него кричит, плачет и молится одновременно. Вы верно подметили, все дело в гитаре. Он взял этот инструмент, который у других разговаривал, с придыханием, с паузами, и заставил его кричать. И не просто кричать, а орать сиплым голосом в лицо всем этим синтепоповским 80-м. Это был не просто блюз. Это был блюз, пропущенный через рок-н-ролльную мясорубку 70-х. Электрический шок для всего жанра. А знаете его главный секрет? Чистая физика. Он ставил на гитару струны, как якорные канаты. Такой калибр, что обычному смертному палец не прижать. Звук от этого становился сочным, как спелый бифштекс, а не диетическая котлетка. Плотным. Да, он хитрил. Настраивал всю гитару на полтона ниже, в ми-бемоль, чтобы чуть ослабить натяжение. Но ключевое слово, как вы верно заметили, чуть. Чтобы отыграть с такими струнами целый концерт, нужно иметь пальцы, как у кузнеца, и душу, как у того самого парня в разваленном грузовике на шоссе 61. Он не был белой вороной, он был белым бульдозером, который приехал на уже укатанное поле блюза и перепахал его снова. И все эти классики, они это признали. Потому что он говорил на их языке, но говорил так громко и так яростно, что его было слышно даже тем, кто про блюз и слышать не хотел. Дедушка Вона, Томас Ли Вон, женился на Лори Бель Ларю и переехал в округ Рокуэлл, штат Техас, где они жили за счет долевого участия. Отец Стиви, Джимми Ли Вон, родился в 21 году. Джимми Вон, также известный как Большой Джим, бросил школу в возрасте 16 лет и завербовался в военно-морской флот США во время Второй мировой войны. После увольнения из армии он женился на Марте Джин. И в 51 году у них родился сын Джимми. Стиви же родился чуть позже, в 54-м. Работа у Большого Джима была покрывать трубы асбестом. Поэтому семья часто переезжала и жила в других штатах, таких как Арканзас, Луизиана, Миссисипи и Оклахома, прежде чем в конечном счете переехать в район Оук-Клифф в Далласе.
Застенчивый и неуверенный в себе мальчик, Вон был глубоко тронут своими детскими переживаниями. Его отец боролся со злоупотреблением алкоголем и часто терроризировал свою семью и друзей своим плохим характером. Это не оправдание, это объяснение, откуда берется такая сила и такая боль. А история-то началась, как в хорошем блюзе, с поломанной кости и братской руки. Старший брат Джимми ломает ключицу, играя во дворе в футбол. Кто-то из добрых людей, глядя на его страдания, подсовывает ему гитару со словами: «На, играй на этом». Это не больно. Гениальный рецепт, не правда ли? И что вы думаете? В первый же день Джимми состряпал 3 песни. Вот это скорость! А маленький Стиви, этот застенчивый мальчишка, сидит рядом и глазами-блюдцами смотрит. Каждый раз, как брат заиграет что-то, Стиви тут же пытается подобрать. Но Джимми, он уже впереди, успел перескочить на другую мелодию. Гонка, в которой младший всегда дышит в спину старшему. И Джимми-то вырос не по годам быстро. Еще подростком он уже подыгрывал самому Фредди Кингу. Представляете школу? Стиви же, глядя на это величие, понял одну простую вещь. Чтобы быть замеченным рядом с таким братом, нужно найти что-то свое. Не копировать, а выкричить свое. А пока были поиски. Барабаны, саксофон. Мальчик пробовал все, куда дул ветер. Но судьба, она как хороший промоутер, подсунула контракт точно в срок. На 7-й день рождения первая гитара. И понеслось. Уши нараспашку, пальцы в мозолях. Учился на слух, как все настоящие, не по учебникам, а по царапинам на пластинках. И вот кульминация. Акт великодушия и передачи эстафеты. 63-й год. Джимми, уже крутой парень с гитарой за плечами, вручает брату-подростку не какую-нибудь дрянь, а Gibson ES-125T. А знаете, откуда у этих братьев взялась это одержимость ритмом? Это не с неба упало, это из дома. Из самой что ни на есть семейной кухни. Их родители, видите ли, были до сумасшествия, до безумия влюблены в танцы. Представьте картину. Работает радио, и вдруг какой-нибудь Рэй Чарльз и Большой Джим, уставший, пропахший асбестом, бросает все и начинает плясать. Сейчас, сразу, вот так среди будничного вечера. Он сам не играл ни на чем, кроме, пожалуй, собственной судьбы. Но он слушал музыку, и его тело не могло устоять. А работа у него была адская. Лазать между стенами, где жарко, как в печке. 300 градусов по Фаренгейту. 15 минут работы, полчаса, чтобы отдышаться и откашляться. Теплозащитное белье, кашель, пыль, в общем, жизнь не сахар. И он, этот суровый, часто невыносимый человек, глядя на своих мальчишек, говорил им одну простую вещь: занимайтесь чем угодно, только не тем, чем я. И он водил их по концертам. Фэтс Домино, Джимми Рид. Это же университеты. А Боб Уилл со своей командой техасских блюзменов вообще домой приходил. Карты играть и в домино. Представляете этот бенд, шумящий за карточным столом? Это же не просто соседи, это сама музыка в гости зашла, пахнущая потом, табаком и дорогой. А на семейных вечеринках, это было священнодействие. Дядья подбирали аккорды, вся родня и с той, и с этой стороны подхватывала. И родители приходили на их уже взрослые концерты и танцевали, обнимались. Для сына, который пел для них, это был высший пилотаж, лучше любой овации. А когда маленький Стиви брал в руки гитару и выдавал что-то от Хендрикса, они плакали. Не от горя, а от того, что их мальчик сумел поймать и передать такую огромную, такую непосильную красоту.
А тем временем старший брат Джимми уже вовсю качал маятник в группе с соответствующим названием «Свингующие маятники». Звучит как закон физики, не правда ли? Играли везде, где платили, школьные танцы, конкурсы, а потом серьезная работа. Клуб Ноп-Ноп Лаунж, 50 центов за песню, 6 вечеров в неделю, все лето. А маленький Стиви, ему-то всего 9, он был слишком юн для этих ночных сеансов, для этого дыма и звонких стаканов. Он оставался дома, наедине с пластинками. И вот тут-то и случилось его главное тихое ученичество. Он не смотрел на имена, он просто садился и слушал. А если не мог сразу найти нужную ноту на грифе, он начинал петь ее. Губами, связками, всем, что есть. Он искал звук внутри себя, этот горловой надрывный блюзовый крик. А уже потом заставлял гитару повторять его. Вот вам и секрет того самого вокала его инструмента. И едва освоив двухзначные числа в школе, он уже полез на сцену. Первая группа — 11 человек, оркестр. Но лучшая история — это их провал на конкурсе талантов. Они отыграли полпесни, а потом переругались на сцене. Потому что никто не знал, как она заканчивается. Всем было по 8-9 лет, представляете эту картину? А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. 67-й. Переломный год. Родители, и без того измотанные жизнью, видят, как старший сын, их гордость, талантливый Джимми, скатывается в ту же пропасть, что и отец. Алкоголь. Страшное эхо семейной истории. Они пытаются поставить крест на его музыке. Видят в ней теперь не призвание, а путь к погибели. 16-летний Джимми с гитарой и обидой уходит из дома. Взрывает и без того хрупкий семейный мир. А Стиви, 13-летний Стиви, остается в опустевшем доме, полном страха и разочарования. Родители, теперь напуганные вдвойне, строго-настрого запрещают и ему заниматься музыкой. Это больше не мечта, это угроза, и его отправляют на передовую капитализма. В местный фастфуд. Чистить мусорные баки, мыть полы. И вот он стоит однажды вечером. Юный, подавленный, воняющий жиром и отчаянием, стоит на крышке громадной бочки с отходами. И крышка проваливается. И он уходит по грудь в эту теплую, липкую, осточертевшую жижу. В эту гущу из объедков, масла и всей той жизни, от которой он хотел сбежать. И в этот момент, в этой вонючей яме приходит озарение. Ярче, чем любое пятно света на сцене. С меня хватит. Я буду играть на гитаре. Итак, наши юные герои покидают подполье и выходят на большую дорогу. Май 69-го. Стиви в группе «Южный дистрибьютор». Звучит, конечно, солидно, как название фирмы по продаже удобрений. А он приходит на прослушивание и выдает Джеффс Буги от Yardbirds. Сложнейшую скоростную вещь. Играет нота в ноту. Барабанщик Майк Стейнбах, скептически глядя на этого щуплого 14-летнего парнишку, только разводит руками, мол, парень феномен. Но Стиви уже точит свое. Ему мало поп-рока, он хочет блюза. И тут получает свой первый в жизни профессиональный совет.
полный житейской мудрости. «Слышь, парень, на блюзе ты не прокормишься». Совет был принят к сведению и проигнорирован. Южный дистрибьютор остался без своего главного, хотя и неудобного груза. Февраль 70-го. Группа Liberation. 9 человек, целый оркестр с медными духами. Стиви пришел пробоваться на бас-гитару, но как только он взял в руки шестиструнку, оригинальный гитарист группы Скотт Фаррес посмотрел, послушал и скромно подвинулся, взяв бас. Такие вот пируэты судьбы. Но рамки тесны. И в январе 71-го почувствовал, что игра в Liberation — это музыкальная тюрьма с решеткой из поп-хитов, Стиви создает свою банду Blackbird. По названию песни Beatles, но по духу уже чистая свобода. И тут решительный шаг. Он бросает школу. Вместе с группой срывается с насиженного, но душного Далласа и едет в Остин. В город, где аудитория и либеральнее, и терпимее. Где можно дышать. Blackbird начинает колевать сцены остинских клубов. Открывает концерты для больших групп. Но группа все-таки ранняя, детская, они постоянно ссорятся, составы меняются как перчатки. А в декабре 72-го новый виток. Группа Cracker Jack. Но ненадолго. Основной вокалист, видите ли, потребовал, чтобы вся группа разукрашивала себе лица для выступлений. Представьте себе Стиви Рэй Вона с раскрашенной, как у клоуна, физиономией. Нет, это было уже слишком. Даже для терпеливого и голодного до музыки парня. Это был не блюз, это был цирк. И он ушел. Март 73-го. Новый поворот, и на этот раз с билетом в Голливуд. Стиви присоединился к группе Марка Бена Nightcrawlers. В следующем же месяце запись в самой что ни на есть звездной студии Sunset Sound для легендарного лейбла A&M. Это был шанс. И хотя альбом лейбл в итоге отверг, что ж, такова кухня. В нем уже прозвучали первые авторские надброски будущего Титана. Зерна были посеяны в калифорнийскую почву, но всходить им предстояло все там же, в Техасе. И вернувшись в Остин, они находят, как им кажется, своего золотого гуся. Менеджера Билла Хэма, того самого, что ведет к успеху ZZ Top. Контракт подписан, туры по югу начались, но сказка быстро обернулась блюзом. Концерты провалились, деньги таяли. А Хэм в итоге просто бросил их посреди Миссисипи, без гроша, без транспорта, посреди ниоткуда. Но 73-й год приготовил ему и настоящий дар судьбы. Среди пыльных стен музыкального магазина в Остине его взгляд упал на нее. Fender Stratocaster 59-го года. Не просто гитара, это был номер один. Он взял ее в руки, и все стало на свои места. Это был не выбор инструмента, это была встреча. Как будто эта гитара ждала его все эти годы, чтобы стать его голосом. 74-й. Новый виток. Он вливается в популярную остинскую машину Paul Rayleigh and the Cobras. Не какие-то там ночные ползуны, а солидная рабочая группа с именем. Вот тут начинается настоящая суровая школа. 2,5 года он шлифует себя на этих сценах, как алмаз на жесткой кожаной подушке. Жизнь его в те дни — это готовый текст для блюза. Сначала я жил в клубе Rolling Hills, на бильярдном столе и на полу. А потом у группы появился дом. Но и он был ненадолго, пару месяцев. Состав лихорадочно менялся. Господи, каждый месяц в группе появлялся кто-то новый. Музыкальная жизнь как карточный домик, который постоянно рушат и собирают заново. Но он держался до июля 76-го, потому что уже зрело новое семя. Уже 8 августа того же года состоялся дебют его проекта
Triple Threat Review. Тройная угроза. Это уже был его голос, его видение. Их студийный след тонок, как паутина. Январь 78-го, 4 песни, записанные в Остине. Среди них его собственная I'm Crying. 30 минут звука. Все, что от них осталось. Вскоре Вон переименовал группу в Double Trouble, взяв название из песни Отиса Раша. В начале октября 78-го они обеспечили себе место жительства, выступая в одном из самых популярных ночных заведений Остина Room Inn. И во время выступления Эдди Джонсон, бухгалтер ипподрома Мэннер Доуз, заметил Вона. Он вспоминал: «Я не специалист в музыке, но эта музыка меня заводила». И он порекомендовал Вона своему руководству, которые в том числе занимались и музыкальным бизнесом. И в итоге в середине ноября 1979 года Вон подписал с ними контракт. Вроде бы все хорошо, но 5 декабря 1979 года, когда Вон находился в гримерке перед выступлением в Хьюстоне, офицер полиции арестовал его после того, как стал свидетелем того, как он употреблял кокаин возле открытого окна. Ему было официально предъявлено обвинение в хранении кокаина, и впоследствии он был освобожден под залог в размере $1000. Во время последнего судебного заседания Вон был приговорен к 2 годам условно, и ему было запрещено покидать Техас. Наряду с условием прохождения лечения от злоупотребления наркотиками, от него требовалось избегать лиц и мест с заведомо сомнительной репутацией или вредных привычек. Он отказался выполнять оба этих приказа. И после того, как был нанят хороший адвокат, его сотрудник службы пробации пересмотрел приговор, чтобы разрешить ему работать и за пределами штата. Но, несмотря на популярность в Техасе в то время, Double Trouble не удалось привлечь внимание всей страны. Известность группы улучшилась, когда музыкальный продюсер Джерри Векслер порекомендовал их Клоду Нобзу, организатору джазового фестиваля в Монтрео. Он настаивал на том, что блюзовый вечер фестиваля был бы великолепен с Воном, которого он назвал драгоценностью, одной из тех редкостей, которые встречаются раз в жизни. И Нобс согласился записать Double Trouble 17 июля 1982 года. В итоге выступление закончилось сумасшедшими возгласами зрителей. Джеймс Макбрайт из журнала People написал: «Казалось бы, он появился из ниоткуда. Фигура типа Зорро в шляпе речного игрока со стратокастером 59-го года на бедре и 2 огнеметными помощниками, которых он называл Double Trouble. У него не было ни альбома, ни контракта на запись, ни имени, но он превратил сцену в груду дымящегося пепла, и после этого все хотели знать, кто он такой». На следующий вечер в лаунже казино Монтрео был представлен Double Trouble с участием большого человека из мира американской музыки Джексона Брауна. Браун выступал с Double Trouble до раннего утра и предложил им бесплатно воспользоваться своей личной студией звукозаписи в центре Лос-Анджелеса. И группа приняла его предложение и записала 10 песен за 2 дня. Пока они были в студии, Вону позвонил и Дэвид Боуи и пригласил его принять участие в записи его следующего студийного альбома. И в январе 83-го Вон записал гитару для 6 из 8 песен этого альбома, включая заглавный трек China Girl. Вскоре альбом был выпущен и разошелся тиражом более чем в 3 раза больше копий, чем предыдущий альбом Боуи.
Осуществив запись в студии Брауна, Double Trouble приступили к сборке материала для полноформатного альбома. Обложку нарисовал иллюстратор Брэд Холланд. Первоначально предполагалось, что Вон будет сидеть на лошади, но Холланд нарисовал его прислонившегося к стене с гитарой. И выпущенный в 1983 году альбом достиг 38-го места и в конечном счете разошелся тиражом 500 000 копий. По словам старшего редактора AllMusic Стивена Томаса Эрливайна, релиз произвел монументальное впечатление. Billboard описал это как «восторг любителей гитарного буги-вуги». В итоге дебютный альбом группы стал золотым. Большие деньги, большие почести. Альбом не оставил сомнений в том, что этот молодой техасский музыкант действительно является гитарным героем нынешней эпохи. После потрясения общественности Стиви воспринимали как должное, и он получает свой первый Грэмми. В том же году в ежегодном голосовании журнала Guitar Player в номинации «Лучший гитарист» Стиви Рэй Вон занимает первое место, обогнав самого Эрика Клэптона. И вплоть до 1991 года Стиви будет выигрывать этот приз ежегодно. И если дебютный альбом был громким заявлением о возвращении блюза на большую сцену, то следующий стал мощным и уверенным вторым актом. Выпущенный всего через год после оглушительного успеха первого диска, этот альбом застал Стиви на гребне волны, но и под колоссальным давлением. Нужно было доказать, что он не случайная вспышка, а настоящая сила природы. И он это доказал. Песню «Voodoo Child» номинируют на Грэмми, а в ноябре Стиви получает аж 2 приза – «Исполнитель года» и «Блюз-исполнитель года». Впервые в истории белый музыкант получает эти награды. К моменту записи третьего альбома Стиви Рэй был суперзвездой, но его жизнь управлялась зависимостями. Выпущенный в 1985 году альбом на пике славы, но и на острие личных демонов. Этот альбом самый темный, сложный и атмосферный в дискографии Стиви. Он не бьет наповал с первой ноты, как его предшественники, а окутывает, гипнотизирует и требует погружения. Это запись внутренней борьбы, поиска нового звука и попытки удержать рассыпающийся мир. Звучание здесь мутное, психоделическое, местами почти мистическое, что идеально отражает состояние Вона в тот период. В 86-м он опустился, с мешками под глазами, до ничтожества истощенный, злящий и пугающий своих друзей. В один из вечеров в Женеве, спустя 5 лет после триумфа в Монтре, он сорвался. Я обрушился. У меня были все признаки нервного срыва, какие бывают у людей, и я пошел получать помощь. Ведь я употреблял четверть унции кокаина в день, вдыхая его. И обычно кидал полграмма или грамм в выпивку, выпивал и наливал еще. Расписание становилось все более напряженным, и каждый раз, как я попадал в ситуацию, когда не хватало времени, я пытался быть сверхчеловеком. Это не могло продолжаться долго. Каким-то образом мне удалось уберечь себя от окончательного распада, но я все равно представлял собой довольно сложный случай.
Есть люди, которые могут веселиться, не загоняя себя в могилу. Жаль, что я не один из них. Я дошел до той точки, где я получил не только свою долю, но и чью-то еще. Мой мозг химически изменился. Я мог выпить бог знает сколько и не напиться, а на следующий день с полглотка совершенно отрубиться. В 1986 году, во время тура по Германии, многолетнее злоупотребление наркотиками и алкоголем сделали свое дело. Медицинская экспертиза показала, что привычка Стивена подмешивать кокаин к виски серьезно повредила желудок. Он с трудом выстоял еще 2 выступления, но последние 20 дней тура отменяют. Его помещают в реабилитационную клинику для наркоманов. После первоначальной реабилитации, 4 недели в клинике Атланты, Стиви перекроил путь, который он избрал 15 лет назад, и переехал из Остина в свой родной город. К тому времени почти все, кого я знал в Остине, были людьми, у которых я получал наркотики. Ну или теми, с кем я общался из-за этого. Вот что случается из-за пристрастия. Ты просто запечатываешь себя всем этим. Я переехал обратно в Даллас, потому что он казался мне новым местом. Я понял, что потратил массу времени, пытаясь убежать от себя и своей семьи. Мама все еще жила в Далласе, и я понял, что могу снова стать ей близким. Вскоре он кодируется и от алкоголя. В 88-й он снова стал выступать и оставался трезвым. В итоге они даже выступают на вечеринке, посвященной инаугурации президента Джорджа Буша в Вашингтоне. А следом выходит и следующий альбом. Это первый альбом, который был сделан без употребления наркотиков. Песня Crossfire становится первым радиохитом Стиви и зарабатывает ему еще 1 Грэмми. Главный сингл и самая социально ориентированная песня в его карьере. Резкий, почти стендовский гитарный риф, политически острый текст о жадности и разобщенности. Это взгляд трезвого человека на несовершенный мир. Соло здесь не просто виртуозное, оно яростное и обличительное. К августу 90-го года Стиви Рэй был другим человеком. Он был трезв уже более 4 лет. Его физическое и ментальное здоровье восстановилось. Его альбом получил Грэмми и коммерческий успех, а игра достигла невероятной глубины и ясности. Он с головой ушел в работу над совместным альбомом с братом Джимми, который казался началом новой яркой главы. Мир, наконец, видел не еще одного гениального гитариста, сгорающего от пороков, а зрелого, осознанного мастера. 26 августа 90-го года Double Trouble давали концерт на одном из горных курортов штата Висконсин. В нем приняли участие такие известные музыканты, как Эрик Клэптон и Бадди Гай. А ночью, из-за большого скопления поклонников и пробок, многие артисты использовали для перелета вертолеты. Было решено, что 3 вертолета доставят музыкантов обратно в Чикаго. Один из них был зарезервирован для Стиви.
3 членов его команды и пилота. И тут произошла трагедия. Примерно через 2-3 минуты после взлета вертолет набрал высоту около 300 метров и врезался в склон холма. Удар был настолько сильным, что вертолет полностью разрушился, все 5 человек на борту погибли мгновенно. Его часто пытаются поставить в один ряд с теми, кто ушел в 27, но ему было 35. Он прожил дольше, но от этого не легче. В этом вся горькая ирония судьбы. Он пережил собственное самоуничтожение, прошел сквозь химический ад и вышел чистым. Он победил всех демонов, что грызут изнутри, чтобы пасть жертвой простой, слепой случайности. Его карьера была недолгой, но такой яркой, что след от нее выжжен навеки. Rolling Stone ставит его на 7-е место среди величайших гитаристов. Classic Rock называет его одним из самых крутых героев гитары. Но дело не в списках. Дело в той глубочайшей приверженности динамике, которая превращала каждый концерт в священнодействие. Он был странным парнем. Закулисный ковбой с улыбкой, который преображался, стоило надеть гитару. Он становился электростанцией. Он не просто играл блюз, он был в нем дома. Он был в нем дома больше, чем любой белый парень до него. К 35 годам он намотал столько дорог, сколько иные не наездят за всю жизнь. И он оставался своим. Роберт Крейг вспоминал, как после концерта в 88-м, когда вся команда валилась с ног, Стиви в кимоно сидел на ступеньках трейлера, улыбаясь, разговаривая и подписывая пластинки для фанатов. Он не играл роль звезды, он был тем самым парнем с гитарой, который счастлив, что его музыка кому-то отозвалась. И да, первоочередный блюз сегодня может казаться покрытым пылью, но наследие Стиви Рэй Вона нет, оно живо. Его рифы, его соло, его яростный очищающий звук — это теперь азбука. Классика, обязательная для изучения каждым, кто берет в руки электрогитару и хочет говорить правду. Он не просто вписал свое имя в историю, он выжег его на грифе стратокастера и оставил нам, как завещание, как чистую неистовую радость от 6 струн, которые могут выкричать всю боль и всю красоту этого мира. Спасибо тебе, Стиви. Ты был, есть и будешь навсегда.